Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель. Много вопросов было на момент выхода колонизации систем. Фронтиры не дали нам никакого мануала, как все это делать, а заставили своим бездействием тыкать и разбираться во всем свое комьюнити. И комьюнити справилась, но еще не совсем. И не стоит забывать, что сейчас колонизация систем в бета-тесте и, возможно, появление новых механик и функций. Будем с вами сегодня разговаривать по поводу очков строительства. Они бывают второго и третьего уровня. Третий уровень используется на постройку больших построек по типу наземных портов или же станций Орбис. И эти очки вам придется фармить путем постройки других низкоуровневых строений. Уровня у нас условно 3, ну или же категорий. Первый уровень строительства не требует очков строительства и после завершения постройки дает 1 очко первого уровня. Второй уровень построек дает уже конвертацию очков строительства второго уровня в третий. И третий уровень построек просто потребляет очки строительства третьего уровня. С этим разобрались. Но вопрос, что лучше строить, чтобы фармить эти очки. Что у нас будет самое выгодное по ресурсам? А это у нас постройка маленьких поселений Одиссеи для получения очков первого уровня. Дальше строим поселение Одиссеи большого размера и конвертируем 1 очко второго уровня в 2 очка третьего уровня. И потом уже используем высокоуровневые очки для больших построек. И вы все это знали бы раньше, если бы были подписаны на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании и закрепленном комментарии, потому что сначала вся информация выходит там. И уже после этого будет понятно, будет видео на эту тему или нет. Не жалко своего времени на загрузку товаров, то можете строить наземные и планетарные аванпосты, которые дают также по 1 очку второго уровня, как маленькие наземные поселения Одиссеи. Это более, конечно, время затратно. Зато экономику колониальных портов вы сможете менять. И по поводу смены экономики есть отдельное видео на канале, ссылочка будет в описании. И не стоит забывать то, что разные строения у нас дают разные бонусы к населению и к другим параметрам системы. Про это тоже отдельно потом поговорим в видео. Теперь неприятный, очень неприятный момент. Если вы затеяли стройку одного наземного порта, большого, или, скажем, космической станции Орбис Оцилус, то вам потребуется 6 очков третьего уровня на возведение постройки. И как вы захотите поставить еще одно такое же строение, то уже будет не 6 очков, а 12, а потом 18 и так далее. Это провал, как по мне. Фронтиры намеренно ставят палки в колеса, чтобы мы не концентрировались на застройке одной системы, а заселяли другие. Чтобы они с гордостью могли сказать, что пилоты колонизировали 10 тысяч систем условно и так далее. Со средними станциями по типу Кориолисов такая же история. Не стоит забывать, что в начале колонизации много систем было попорчено путем установки различных типов станций и установок ради понимания того, как это все работает. А отменить постройку или удалить нельзя. Спасибо, фронтиры. Низкий вам поклон. А всего-то разработчикам стоило бы дать мануал на колонизацию систем, а не ту поделку, которую они гордо опубликовали у себя на сайте, где все эти подводные камни не были указаны. И еще один момент. Не стоит забывать, что колонизация системы сейчас находится в бета-тесте и все еще может поменяться. Но зная разрабов, это в любом случае будет лютый гринд, рассчитанный, не на одного игрока. Вопросов осталось еще очень много по новому обновлению, и как будет ясно работа той или иной механики, я дам вам знать. Пишите, что думаете по поводу всего этого дела в комментарии, будет очень интересно почитать, потому что, мне кажется, в большинстве своем мы все сходимся в том, что сделано это все обновление про колонизации очень-очень странно. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.